Что будет, если совместить Quake и Советский Союз? Новый шутер от первого лица Хрот, выполненный в стилистике культовых ретро-игр 90-х. По сюжету мы оказываемся в смежной с Чехией социалистической стране 1986 года, в которой произошла ужасная и неизвестная катастрофа, отчего для страны начались по-настоящему темные и непростые времена. Наш молчаливый главный герой должен противостоять толпам безликих противников в противогазах, чтобы узнать подлинную правду и освободить свою родную землю от захватчиков. Помимо серпа и молота, в нашем не то чтобы богатом, но разнообразном для комбинирования тактик арсенале пистолет, дробовик, автомат, ракетница, прибавьте к этому подствольные гранаты и получите максимально динамичный и сложный геймплей, вынуждающий быть в постоянном движении и не останавливаться ни на минуту. Уровни построены так, что вы не сможете отсидеться в укрытии, вас постоянно вынуждают действовать, а не стоять на одном месте. По словам автора, все игровые локации перенесены из реальной жизни, что еще больше добавляет реализма и чувство дежавю по постсоветскому архитектурному наследию с присущим им атрибутикой, монументами, памятниками, лозунгами, флагами и знаменами. С эстетикой и антуражем попали ровно в точку. Напряженный гнетущий эмбиент на фоне, серо-коричневая цветовая гамма по-настоящему создает чувство тревоги, отчаяния и одиночества. Ведь никаких живых NPC или дружественных персонажей нет, как диалогов и кат-сцен. Но даже без них интерес не угасает ни на секунду. За каждым поворотом тебя поджидают враги, и даже некоторые непродолжительные моменты передышки наполнены беспокойством, ведь ты никогда не знаешь, что находится за следующим поворотом. Иногда для отдыха и разнообразия нам дают ненадолго покататься на маленьком скутере, непонятно, конечно, зачем. Давить и стрелять с него нельзя, но геймплей, конечно, разбавляет и дает отдышаться. Сам геймплей довольно простой. Мы отстреливаемся от толп одинаковых на первый взгляд противников, находим ключи, проходы и переходим из точки А в точку Б. Звучит очень просто, но на деле скрытые от лишних глаз проходы и ключи к ним еще нужно найти, что далеко не всегда просто и очевидно. Вначале я тупил и 5 минут не мог понять, куда идти дальше, пока не заметил форточку в туалете с дальнейшим проходом. С точки зрения дизайна уровней, это типичный ретро-шутер из 90-х, с рядом запутанных уровней и секреток, которые составляют большую часть шарма и олдскульного духа игры. Современные шутеры уже давно отказались от старых условностей и вовсю эксплуатируют унылый реализм, с простыми и прямыми, как палка, уровнями, а то не дай бог игрок где-нибудь заблудится или заскучает. Конечно же, из этого пропадает большая часть очарования игры, когда в ней нет тайн, загадок, скрытых и секретных проходов, нычек, скрытого оружия, из-за чего отпадает азарт и интерес, ведь нет необходимости исследовать эти уровни, копаться, бегать в разных направлениях, чувствуя себя первооткрывателем, получать радость и вознаграждение за свое потраченное время и усилия. Сейчас старым стилем могут похвастаться только небольшие инди-проекты, вдохновленные старой эпохой, потому что крупнобюджетные игры не любят рисков и экспериментов, из-за чего из года в год стоят на одном месте и не в состоянии вызвать новые или положительные эмоции. Если тоже, как я, устали от этого тотального застоя однообразия, отсутствия новых идей и душ, то добро пожаловать в инди-игры. Только не играйте в рогалики и платформеры, чтобы не отбить у себя тягу к исследованию, как это было со мной. В плане локаций Хрот максимально разнообразная. За те полчаса, что я в ней провел, я побывал в заброшенном метро, старом заводе, забытом кафе, разрушенном водохранилище, ветхом парке аттракционов, нескольких бункерах, складах и подземках. Что лично у меня вызвало чувство масштаба самой игры и ее мира, особенно в сравнении с современными играми, где делают пустой открытый мир или одну однообразную кишку, которая никак не меняется впоследствии прохождения. Хоть локации игры очень узкие и небольшие, что вызывает чувство замкнутого пространства, но нет больших открытых мест, поэтому почувствовать себя в безопасности попросту негде. За это я и люблю и ценю старые игры. Раньше разработчиков не парили логика и реализм, они делали то, что хотели, не боясь критики и дурных отзывов. Вспомните тот же Painkiller, где каждый уровень не похож на другой, как будто взят из другой игры.
Именно это и создает разнообразие и интерес, который выше глупых условностей. Также не стоит думать, что Хрот — это простая и примитивная игра, как может показаться на первый взгляд. Даже на среднем уровне сложности из 7 игра дает прикурить и бросает вызов, трепая немало нервов. Хилок здесь мало, патронов еще меньше. Закончились патроны на дробовике и пистолете, бегай, ищи их самостоятельно. Никто подсказывать и помогать тебе не будет. Броня быстро ломается и слабо защищает. Дай бог, сохраняясь на пару перестрелок. От уровня к уровню появляются новые противники, а старые научаются новым приемам. Если вначале они просто бегут и умирают поодиночке, то проходя дальше, они нападают толпами, поджидают в узких проходах, прячутся за спинами товарищей, раскидывают бомбы, пытаются поджечь и догоняют вас, куда бы вы ни пошли. Мне было нелегко проходить, каждую секунду я не мог расслабиться и держал руку на пульсе, а схватка с 4 и более противниками требовала мгновенной реакции и микроконтроля. Если выбежать на толпу, сразу смерть. Что приучает игрока комбинировать оружие, придумывать тактику, выкуривать по одному, фокусить кого-то в замесе или просто-напросто убегать, если вас застали врасплох в крохотном коридоре. К минусам я бы отнес отсутствие боссов как таковых, что лично меня сильно огорчило. Главная изюминка любого шутера старой школы — это интересные, необычные и колоритные боссы, которые больше всего запоминались и создавали чувство реальной угрозы. Вспомните Некрогиганта, Нихиланта, Кибердемона. Для победы они требовали недюжинного старания и упорства, бросали игроку вызов. Единственный босс в Хрот, которого я обнаружил, это обезьяна ближе к концу, которую я и не сразу-то обнаружил, ввиду ее сливания с фоном. Очень реалистично и оригинально. У нас тут вроде постапокалипсис, ужасная катастрофа, мир на краю гибели, а нам подсовывают обезьяну вместо толкового и интересного босса. Спасибо, что хотя бы не такую, ну и не такую, иначе бы у меня опять инфаркт был. Впрочем, от игры я остался в полном восторге, особенно учитывая, что весь последний год я считал себя обделенным из-за невозможности поиграть в Doom Eternal. Кто бы мог подумать, что простенькая инди-игра, сделанная одним человеком, мне подарит больше эмоций и впечатлений, чем все крупнобюджетные шутеры последних лет. Главное же, ребята, это душа, идея, мысль и посыл, который вы хотите сказать своим произведением, а не количество шумихи, бабок и связей. Наверняка автор этой игры хотел поразмышлять и рассказать нам о начале тяжелых и темных дней для граждан социалистического блока в момент распада Союза, в один момент оставшийся без помощи, поддержки и веры в будущее. Вполне неплохо, да? Учитывая, что вся игра делается исключительно одним человеком. Пока что она находится в открытом доступе и может похвастаться только 3 уровнями. Но автор обещает вскоре выпустить полную версию. Вы все можете ознакомиться с Хрот, перейдя по ссылке в описании. Обязательно пишите, что думаете об игре, что вам понравилось и что отпугнуло. И если хотите окунуться в ностальгию по играм своего детства, то для этого настало самое подходящее время. Но лучше один раз попробовать самому, чем 1000 раз услышать. Всем пока.